Слава Господу! Сегодня светлый праздник Пасха, воскресение Иисуса Христа. Вы знаете, мы празднуем то, что Христос сделал своей смертью. Римлянам 6 глава сказано в 5 стихе, что 4 стих. «Итак мы погреблись с Ним со Христом крещением, водным крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых». Скажите, как Христос воскрес из мертвых? Так и нам ходить в обновленной жизни. Христос на кресте сделал все для того, чтобы ты стал новым человеком, родился свыше, стал ребенком Божьим и жил обновленной жизнью. И вы знаете, в этот день я так рад, что Бог любит нас, Бог любит Щелково, Россию. И в России началось пробуждение. Что такое пробуждение? Пробуждение — это когда в сердцах людей пробуждается вера. Вера в Бога. Люди обращаются ко Христу, просыпаются и понимают, что у меня есть Бог, который создал меня, который любит меня, и я могу с Ним общаться, и этот Бог любит меня безумно. Мы были созданы для общения с Богом. Это пробуждение. Наша страна пробуждается для того, чтобы жить с Богом, ходить с Богом, любить Бога и являть этого Бога всему миру. Аминь. Аминь. И вы знаете, эти 2 дня у нас был семинар, к нам приехал служитель Божий, он пастор, один из пасторов церкви в городе Регин, это Калифорния, Соединенные Штаты Америки, церковь Вифиль, где больше 20 лет происходит пробуждение, где происходят огромные чудеса. У них библейская школа 2500 человек. Недавно и пастор этой церкви Билл Джонсон, он рассказал историю, как студенты библейской школы пошли на улицы рассказывать людям о Христе и молиться за исцеление. И они наткнулись на одного человека, у которого пропало зрение одного глаза, у него было жжение, и зрение с глаза одного ушло. И этот студент помолился прямо на улице за этого человека. Он был полностью исцелен. И, исцелившись, пришел к своему врачу-окулисту. Тот проверил, говорит, ваш глаз совершенно здоров. Как вы это сделали? Он спросил врач. Он говорит, ну вы не поверите мне. Я встретил студента из библейской школы Вифиль, он помолился, я был исцелен. И врач говорит, я поверю вам, потому что вы уже 4-й за день. Слава Господу. Это обновленная новая жизнь. И в этой церкви, откуда я все представляю нашего дорогого гостя, который служил нам 2 дня и сегодня будет служить нам, они научились жить обновленной жизнью. Они приняли огонь Святого Духа, тот самый огонь, который сошел в Троицу в день Пятидесятницы. И благодаря этому огню, благодаря силе Святого Духа, они в состоянии жить новой жизнью, исцелять больных, очищать прокаженных, изгонять бесов. Они научились жить обновленной жизнью. И я так рад представить вам сегодня нашего драгоценного гостя. Он пастор, он пророк, он драгоценный наш друг БЕН АРМСТРОНГ. Давайте встанем и поприветствуем его. Christ is risen. Христос воскрес! Come on, Christ is Ну risen. давайте же, Христос воскрес! Christ is risen. Христос воскрес! Come on. Ну же, давайте! Аллилуйя, Он воскрес! How many of you love Jesus? Кто из вас любит Иисуса? Okay, the rest of you will work on that. А остальные мы с вами поговорим сегодня. We had a wonderful weekend together, У нас замечательные были дни на этой неделе. learning about dreams Тема семинара была толкование снов and how to interpret dreams. и как толковать правильно их. You should get the video. Вы возьмите, пожалуйста, те, кто пропустил семинар, да, просмотрите каждое видео, удивительный семинар. How many were here this weekend? Кто из вас был на этом семинаре? Okay. The rest of you need the video. Остальные возьмите видео. And they'll train you. И через это вы получите, вы научитесь правильно понимать, что Бог говорит вам через сны. You know, it's a real privilege and honor to be with you on Easter Sunday. И для меня великая честь и привилегия быть с вами в пасхальное воскресенье. So thank you, Pastor, for letting me preach in your Так spot. что спасибо, пастор, что ты дал мне проповедовать вместо себя. I hope I do okay. Я надеюсь, я справлюсь. This won't be your typical Easter sermon.
И, как вы поняли, это не будет типичная пасхальная проповедь сегодня. But without what Christ did on the cross Но без того, что Иисус сделал на кресте and paid for in his body, и заплатил ценой своим телом, and without what he did when he raised from the dead, и без того, что Он сделал, воскреснув из мертвых, we can't receive what I'm about to preach today. мы не сможем принять то, о чем я буду проповедовать сегодня. I want to talk to you today about perspective, purpose, and power. Я хочу с вами говорить сегодня о правильном взгляде, Purpose and о power. правильном взгляде, о цели жизни и силе. And if we don't have the right perspective on Jesus Christ, Если у нас не будет правильной перспективы взгляда на Иисуса Христа, then we won't have God's purpose for our life, тогда мы не поймем Божью цель для нашей жизни. and we won't receive the power that He made available to us И мы не сможем принять ту силу, которую Он сделал для нас доступной through His resurrection. через свое воскресение. Amen? Аминь. In Matthew 28, В Матфея 28 главе, verse 2, во 2 стихе, I'll read a couple of verses. прочитаем несколько мест Писания. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, he rolled away the stone, and he sat on it. Матфея 28:2. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от гроба и сидел на нем». And I want to talk a little bit about the things in life that look like hard places. Я хочу говорить вам о таких временах в вашей жизни, когда все кажется крайне трудно. They're the stones in life. Когда есть вот эти камни в твоей жизни. They're the stones that look like they've covered up everything. Камни, кажется, навалились на тебя и придавили все в тебе. They're the stones Камни, that cover the dead things in life. которые придавили все до смерти в жизни. How many of you have ever had dreams in your life? Кому из вас когда-нибудь снились сны? And those dreams never came to pass. И в этих снах вам что-то снилось хорошее, но это не исполнилось. Anyone ever had that happen? У вас бывало такое или нет? Anyone ever tried to build something or grow something or do something and it didn't come to pass? А бывало такое, что вы еще мечтали о чем-то, вы пытались что-то вырастить, построить, и ничего не выросло и не построилось? Yeah. Yeah, we all have had that. У нас у всех такие моменты были. Last year, В прошлом году my goats were about to have babies. у меня, я живу в доме, я козлов развожу, коз. Они должны были вот окозлиться или... I have a little bit of land. I have a little bit of land. У меня небольшой участок земли. And we have goats, and they eat the grass. И на этом участке я развожу коз, и они едят траву. That way I don't have to mow the lawn. Для чего это делаю? Чтобы не стричь газоны. Они все за меня делают. So we have these goats. Итак, вот у меня это стадо коз. We have about 20 goats. Где-то их 20 штук. And one goat mom was about to have a baby. И вот одна козочка должна была родить козленочка. And I got a knock on my door. И вот в этот момент мне стучат в двери. And the neighbor came over. Сосед стучит. She's a little Korean lady. Она соседка кореянка. And her English isn't very good. И она на ломаном английском говорит. And she starts telling me something. И пытается мне объяснить. And I don't understand what she's saying. А я не понимаю, что она говорит. I said, say that again. Я прошу ее, скажите снова. And she says it again. Она снова говорит на ломаном And I'm языке. still not getting И it. я не могу понять, о чем And I'm она. like, tell me one more time. Я говорю, еще третий раз скажи мне. And she tells me again. И она снова говорит мне. And it kind of sounds like И звучит так, что, кажется, your goat's having baby. у тебя коза рожает. My goat is having a Ты baby. хочешь сказать, что моя коза сейчас рожает? Yeah, your goat's having a baby. Да, твоя коза рожает. Okay. So I go run out. Ну, она увидела, на участке у меня коза рожает. Я выбежал. And my на участок. goat's
trying to have a baby. И действительно, одна из коз пыталась разродиться. But the baby is stuck in the birth canal. Но козленок застрял, не выходит. And so I'm helping the goat have a baby. И я вот в роли акушера пытаюсь принять роды у And козы. I wait for a contraction. И я жду, когда у козы начнутся схватки. And I pull on the baby. И в этот момент начинаю тянуть козленка. And the baby is finally born. И, наконец, совместными усилиями родили козленка. But the baby's not breathing. Но козленок не дышит. And it's all like purple. И он весь темно-синий. And it's not alive. Не живой. And I think, this can't happen. Я подумал, ну нет. This has been, a whole process, and we're ready to have the baby, and now it's dead. Столько мы ждали, вот она коза беременная ходила, и вот он родился и мертвый. So I picked up the baby. Я взял козленочка. And I shook it. И начал вот так вот трясти его. Так. This is what you do. This is what you do. Это то, что нужно делать, с козами. В таком случае, с родившимися козлятами. I get all the mucus and stuff out of its mouth. Чтобы все, что застряло в дыхательных путях, в легких, жидкость, чтобы она вылетела. It's still not breathing. И это начало исходить изо рта козленка, но он не начал дышать. So I give it little goat CPR. Поэтому я начал делать искусственное дыхание козленку. Serious. Вот так вот. And then I push on its stomach. Потом еще давай искусственное дыхание на грудь делать, на живот. And then I breathe again. Потом опять в рот вдыхать ему давай. And finally it comes back to life. И внезапно козленок задышал, ожил. And I believe that's what God does. И я верю, вот что Бог делает. To our dreams. С нашими мечтами. To what's going on. С тем, что происходит в нашей жизни. 20 minutes after the goat was dead. 20 минут до этого козленок был мертв. And I gave it CPR. И я 20 минут делал искусственное дыхание. It's now standing up and alive. И вот он стоит на дрожащих ножках и живой козленок. And it's feeding on its mom. И у мамы сосет молочко. It's beautiful. Красиво. I believe that's what God is going to do in our lives today. И я верю, именно это Бог сделает в наших с вами жизнях сегодня. He wants to resurrect our dreams. Он хочет воскресить твою мечту. He wants to bring the dead things in our life back to life. Мертвое, что умерло, вернуть к жизни в твоей жизни. Even though it may look like a big stone is in front of what you want. Выглядело, может быть, что камень большой привалили и завалили твою мечту. This is exactly what happened to Jacob. То же самое случилось с Яковом. Do you remember the story where he's running away for his life? Помните, Иаков убегает, украл благословение у отца и спасает свою жизнь. And he lays his head on a stone. И лег спать и в изголовье положил камень. Again, a hard place in life. Спать на камне тяжело. A hard situation. Тяжелая ситуация. And he lays his head on the stone and he falls asleep. И он кладет голову на камень и засыпает. When he falls asleep, he has a dream. Заснув, он увидел сон. And in the dream, И во сне he sees angels ascending and descending from heaven. он видит ангелов нисходящих и восходящих к небу. And when he sees this, И когда он видит эту лестницу, he wakes up from the dream. просыпается от сна. And he says, surely God was in this place and I didn't even know it. И он говорит, Боже мой, на этом месте Бог, а я даже не знал этого. And what I want to say to you Что я хочу сказать сегодня вам? is it doesn't matter what situation you're in. Неважно, в какой тяжелой ситуации вы. It doesn't matter what problem you're facing. Неважно, с какой проблемой вы сейчас встретились. God loves the hard places in our life. Богу нравятся тяжелые места в нашей жизни. And the power of heaven is attracted to the hardest places in your life. И сила Божья притягивается к этим тяжелым местам в твоей жизни. And you may not know it. И ты, может быть, даже этого не знаешь. But God is in that place with you. Но Бог с тобою в этом тяжелом месте. And He wants to change everything in your life. И Он хочет все изменить в твоей жизни. In 1 Kings chapter 6, В 3 книге Царств, 6 главе.
The prophet Elisha says to his servant who's afraid. Пророк Елисей говорит своему слуге, который напуган. He's afraid because the whole city is surrounded by the enemy army. Он напуган, потому что весь город окружен армией. And what he says is this. И то, что он говорит, следующее. He says to his servant, "Hey, don't be afraid." Он говорит своему слуге Елисей: не бойся. Because hey, there are more for us than against us. Потому что тех, кто с нами, больше тех, кто против нас. Because see what happens sometimes. Смотрите, что иногда происходит. Is we only see the enemy. Мы сконцентрированы на враге. We only see the army against us. Мы видим только вот армии, полчища против нас We only выступили. see the problem. Мы только проблемы видим. And when we only see the А problem, когда мы только проблемы видим, we have the wrong perspective. у нас тогда неправильный взгляд на ситуацию. Our perspective is off. Наш взгляд, он отключен от правильного. And the prophet Elisha prays for his servant. И пророк Елисей молится за своего слугу. God, give him eyes to see that there are more for us than against us. Бог, открой его глаза, чтобы он увидел, что те, кто с нами, их больше, чем те, кто против нас. God, give him a heavenly perspective. Боже, дай ему небесную перспективу, взгляд с небес. God, get his eyes off the problem. Бог, подними его глаза с проблемы. And get them onto what heaven is doing. И подними его взор на то, что небо делает сейчас. And his eyes open. И Бог открыл его глаза. And he sees the angel armies of the Lord. И он увидел армию ангелов Господа вокруг. And he sees that there are more for them. И он увидел, что за них больше тех, кто с ними больше, чем тех, кто против них. I want you to know today. Я хочу, чтобы вы сегодня знали, there's more for you. Есть больше тех, кто за вас, than are against you. чем тех, кто против тебя. And what Jesus Christ paid for. И за что Иисус Христос заплатил. And when he rose from the dead. И когда Он воскрес из мертвых, he made it possible. Он сделал возможным, that all of the angel armies of heaven. чтобы вся армия ангелов небесных, are there on your behalf. чтобы они теперь были на твоей стороне. In the dead places. В этих мертвых местах, in the impossible situation. в невозможно трудных ситуациях, he made a way for us. чтобы эти ангелы прокладывали путь для нас. In Revelations 13:8. В книге Откровения 13:8 сказано, it says that the Lamb of God was slain from the foundations of the world. Что Агнец Божий был заклан еще до сотворения мира. What does that mean to me? Что это для меня означает? This is what it means to me. Что это означает для меня? That before there was ever a problem. Что еще до того, когда какая-либо проблема появляется, before you ever had a problem in your life, до того, как ты столкнулся с какой-то проблемой в своей жизни сейчас, before you ever had some big issue in your life, до того, как что-то возникло невероятно трудное перед тобой, before you ever sinned in your life, еще до твоего какого-то греха, before anyone ever sinned, еще до того, как кто-либо когда-либо согрешил, God the Father, Бог Отец, God the Son, Бог Сын and God the Holy и Бог Дух Spirit, Святой they got together. Собрались вместе. And they said, hey, we're gonna create the world. И они сказали, мы сотворим мир. If we create the world, И если мы мир создадим, we're going to create people. мы в нем создадим людей. And if we do that, И если мы людей создадим, there could be some problems. Они могут проблем наделать. Because we want to create people who love us. Потому что мы хотим создать людей, которые будут любить нас. And if we want love, А если мы хотим любви, then we have to give them a choice. то тогда мы должны дать им возможность выбора. See, love has a choice. Поймите, любовь всегда позволяет выбрать. See, God didn't want to create robots. Бог не хотел создать для себя роботов таких. That's pretty good. Да, я справился с переводом. God didn't want to create robots. Он не хотел создать для себя роботов. He wanted people who would choose to love Him. Он хотел создать людей, которые смогли бы избрать, выбрать, любить Его. So in that choice, И в этом выборе everyone could choose God. Человек мог выбрать Бога, They could kind of choose God. а потом другой вариант мог выбрать немножечко Бога, Or they could not choose God. или вообще выбрать отказаться от Бога. Okay, that might be a problem.
И тогда вот Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой сказали, это может привести к проблемам. So God said, before there was ever a problem, И Бог сказал еще до того, когда-либо какая-либо проблема появилась, let's make provision for every issue that the world could ever face. давайте обеспечим решение любой проблемы, с которой люди могут встретиться. The Lamb of God was slain from the foundations of the world. Агнец, он был заклан от создания мира, от создания в начале, Before you ever had your problem. до того, как еще твоя проблема появилась, Before you ever had your issue. до того, как твои трудности возникли, Before you ever had a problem in your marriage. до того, как проблемы в браке появились, Before you ever had a problem in your job. проблемы на работе, In your school. в твоей школе, Before you have ever a problem with your pastor. до того, как у тебя есть проблемы с твоим пастором. I'm talking about the other pastors. Я обо всех других говорю, но не об этом. Это был хороший. God made provision for every problem. Бог обеспечил решение любой проблемы. But if I don't know that, Но если я этого не знаю, then I have the wrong perspective in life. тогда у меня будет неправильный взгляд на жизнь. And it messes up my purpose. И это спутает полностью цель моей жизни. In Judges chapter 7, В книге Судей, 7 главе, well, let's start in Judges chapter 6. но с 6 лучше начнем. Remember the story of Gideon? Помните историю про Гидеона, Судей 6? Gideon is stuck on a wrong perspective. Гидеон застрял со своим неправильным взглядом. He's afraid. Он напуган. He's in a wine press, Он в прессе для выдавливания вина. hiding because he's afraid. Прячется. He's got a big problem. У него проблема, он And боится. he's threshing wheat in a wine press. И шелушит там пшеницу в том, He's freaked out because of a problem. то есть он где-то там в яме шелушит, и он напуган полностью до Has смерти. any of you ever been afraid of a problem in your life? Вы когда-нибудь были сильно напуганы проблемой в своей жизни какой-то? Anyone? Кто-нибудь был? Just a couple of you. Ну, пару из вас. Good, this is for you. Ну, тогда для вас. Has anyone had an issue in life that caused you to act a certain way that you didn't expect you would act? У вас была ситуация, что из-за какой-то проблемы ты повел себя так, как не должен был вести вообще? I've had plenty of those У меня situations. куча была ситуаций, когда я вел себя вообще не характерно для себя. And an angel comes to Gideon, И Гидеону приходит ангел. and the angel says, "Hey, mighty man of God, И ангел говорит, mighty man of valor." Господь с тобой, муж сильный. It's amazing. This angel sees Gideon in a different perspective. Смотрите, удивительно, у ангела другой взгляд на Гидеона. And Gideon responds like, "Hey, who are you talking А to? Гидеон такой, ты к кому сейчас обратился? I'm a nobody. Кто здесь? Я-то никто. I'm afraid. Do you see my situation?" Я вот здесь, в этом точиле, я боюсь, я спрятался. You know, and the angel just ignores all of his complaints. А ангел игнорирует его жалобы And he says this, "Hey, go in your strength, и говорит, иди в этой силе твоей, in the strength you have, в той силе, которая у тебя есть, and save the Israelites from the Midianites." и избавь израильтян от мадианитян врагов. Wait a second, Gideon just said, "I've got no strength." Только секундочку, Гидеон говорит, у меня нет никакой силы. Don't you see? I'm afraid. Да, ангел, не видишь, что я напуган? The world is happening to me. А вообще, со мной все худшее, что могло произойти, со мной произошло. Do you see my issues? Ты не видишь разве мои проблемы, ангел? And the angel doesn't talk to the issue. Ангел не разговаривает с проблемами. He talks to his perspective. Он говорит о небесном взгляде на тебя. Go in your strength. Иди в этой силе твоей. Wait a second, I don't have strength. Секундочку, силы-то у меня нет. Have you ever felt like you didn't have strength for the situation? У вас когда-нибудь была такой, как ты в ситуации, ты понимаешь, что сил нет справиться, сил I нет. don't have the answers for the situation. Нет ответа на эту ситуацию. But if you follow that scripture down, Но если дальше прочитаем это местописание, it
this is the answer to all of the problems. Вот он, ответ всем проблемам. It says, go in your strength, Иди в этой силе твоей, and then it says, and God will be with you. и Бог будет с тобою. Let's do some kingdom math. Давайте мы сейчас займемся математикой Царства Небесного, Божьего Царства. Any number Любое число, added to infinity если его добавить к бесконечности, equals you win every time. то всегда будет очень много, будет победа. See, it doesn't matter how much strength you have. Понимаете, неважно, сколько у тебя сил, What matters is who you're with. что важно, с кем ты, на чьей ты стороне. God will be with you. Бог будет с тобою, бесконечный, God безграничный. is with you. Бог с тобою. And when you begin to realize, И когда до тебя начинает доходить, when Ben begins to realize когда Бен или Алексей начинают понимать, that God is standing right next to me, Бог стоит рядом со мной, it doesn't matter what I face, тогда уже не важно, с чем я встречаюсь. that's going to lose every time. Все, с чем я встречаюсь, проиграет. Я пройду сквозь это. It's called kingdom math. Это называется математика Царства Божьего. With God, you win every С time. Богом ты всегда победишь. This was David and Goliath. Пример: Давид и Голиаф. And David's a little boy. Давид парнишка-пастушок. Everyone else there, they've been fighting forever. Там все остальная армия, они бойцы, воины. They're warriors. Воины. But David knew something no one else knew. А Давид знал что-то, что другие не знали. David had a different У perspective. Давида был другой взгляд на жизнь. Where their perspective was on Goliath, Их взгляд был на Голиафа, his perspective was on а God. его взгляд был на Бога. And with God, he knew he couldn't fail. И с Богом он знал, он не промахнется. The world is waiting for people to know. Мир ждет людей, которые знают. The world is waiting for people to know who their God is. Мир этот ждет людей, которые знают, кто их Бог. They're waiting for us to stand up Они ждут, чтобы мы с вами встали in the same situation в той же ситуации нашей. that everyone else is facing, Или в той ситуации, с которой все другие встречаются. but have a different perspective И в этой ужасной ситуации у нас будет другой взгляд на нее. towards that situation. Другой взгляд на эту ситуацию. There's nothing your family's facing. Нет ничего, с чем сталкивается твоя семья. There's nothing your community is facing. Нет ничего, с чем сталкивается твоя церковь. There's nothing your nation is Нет facing. ничего, с чем сталкивается твоя страна. There is nothing the world is facing Нет ничего, с чем сталкивается весь мир, that can't be solved with you and God. что не может быть решено тобою с Богом. Here's what's funny. Gideon, И Гидеон, he's towards the end of the story, к концу его истории, and God's already taken away a bunch of guys that he had to fight with. помните, он собрал много тысяч человек, и Бог забрал от него там 20 тысяч. Забрал. He had like 30,000, and now he's down to 300. И у него было там 30 тысяч, и потом осталось 300 человек всего. And the story goes in Judges chapter 7, И в Судей 7 главе, verse 10 and 11, в 10-11 стихе, Судей 7:10, God says, hey, if you're still afraid to attack and go down into the camp of your servant, you could read it. да. Well, I'll just paraphrase it. В ту ночь сказал ему Господь: если ты боишься, Go down with your servant если боишься, иди со своим слугой, and listen to what they're saying. иди в стан врага и послушай, что в стане врага говорят о тебе. And afterwards, you'll be encouraged. И после того, как ты услышишь, что враги о тебе говорят, ты ободришься. Let me just tell you this. Позвольте сказать следующее вам. If you heard Если ты слышишь, what the enemy thinks about you, услышишь, что враг о тебе говорит, you would be really encouraged. тогда ты ободришься. And Gideon goes down, they sneak down into the И camp, Гидеон ночью со слугой в стан врага приходит, and one guy says, I had a dream last night и там один из медиан говорит: мне сон приснился прошлой ночью, that this big wheel of bread rolled down and destroyed one of our tents. что огромный пшеничный хлеб покатился с горы, и все наши палатки лагерь снес. And the other guy was a good dream interpreter. А другой мадианитянин, враг, тоже говорит, он был хороший толкователь снов. And he says, that's none other than the hand of God
and Gideon. Он заявляет, толкует, говорит, это не что иное, как рука Божья и рука Гедеона. We're all gonna die. Мы все сдохнем. That's the BIV, the Ben's International Version. Это перевод Бена, современный синодальный перевод Бена Армстронга. If you knew what the enemy thought about you and God, Если бы ты знал, что враг о тебе думает, you'd be very encouraged ты бы так ободрился. in any situation you were living in, В любой ситуации, в которой ты живешь, in any place в любом месте, где ты находишься, that looked hard. которое кажется, тяжелым. Let's go to Acts chapter 16. Давайте в Деяниях апостолов 16 главу. Откроем Деяния апостолов 16 глава. 6 стих. I'm going to paraphrase a bunch of this, Я перескажу вам хорошо, чтобы but you can read it in Acts chapter 16, verse 6 through 34. вы можете прочесть Деяния 16, 6 по 34 стихи. This is the story of Paul and Silas. Это история про Павла и Силу. And Paul and Silas, they're rocking revival. Павел и Сила несут пробуждение. They're like, revival is happening. Куда бы они ни пришли, там все приходит в движение, This is Бог the book of обращается. Acts where all kinds of miracles are happening. Это книга Деяний, где чудо на чуде. They've had the baptism of the Holy Spirit. Тут людей Духом Святым крестили. And they are walking in the fire of И God. они в огне Божьем идут, апостолы. Signs and wonders and miracles. Чудеса, знамения, исцеления. That's what we all signed up for, right? Это, кстати, нам предписано делать. Revival. Пробуждением заниматься. Signs and wonders and miracles. Чтобы чудеса и знамения, исцеления сопровождали нас. The full baptism of the Holy Spirit. Крещение Святым Духом. Salvations everywhere we go. Спасение везде, где бы мы ни появлялись, мы это несем. And this is what this story is about. Об этом это их история. And Paul and Silas are debating on which direction to go next. И Павел и Сила рассуждают, куда идти дальше. And Paul has a dream of a man from Macedonia. И Павлу снится сон, муж македонянин. And in this dream, И в этом сне the man from Macedonia is saying, "Come over to us." македонянин говорит, приди, помоги нам. And they wake up and they're like, "This is the will of God. We're going to Macedonia." И они проснулись и сказали, вот она воля Божья, открыта нам, идем в Македонию. How many of you would like dreams that told you which direction to go? Кто из вас хотел бы иметь сон, в котором вам Бог скажет, куда идти? I mean, God, what am I supposed to do next? Вот ты ломаешь голову, Боже, чем заняться, что делать дальше? And God gives you a dream. Ты лег спать, и Бог тебе сон You дал. know, Paul and Silas, they're high-fiving each other. И Павел и Сила хай-фай друг другу сделали. Come on, like we're doing this revival thing, God's speaking to us. Все, мы продолжаем заниматься пробуждением, делать то, что Бог говорит нам. He's directing our life. This is so cool. А Бог, сам Бог направляет нас, это так круто. And then it goes on and they go towards И Macedonia. вот они идут в Македонию, And on the way there, и на пути туда they're looking for a place to pray. они ищут место помолиться. And on the way to the place of prayer, И на пути к молитвенному дому they meet Lydia, the dealer in purple cloth, встречают Лидию, она торговала багряницей. and a bunch of other ladies. И еще с ней другие женщины. And they share about Jesus Christ. И им они рассказывают об Иисусе Христе, этим женщинам. And they believe and are baptized. И эти женщины уверовали, крестились. Oh my goodness, this Боже is мой. awesome! Это же дивно! This is so great! We're having dreams and visions Смотрите, это так, иметь сны и видения. on which way to go, Бог говорит в них, куда идти. and on our way to a prayer meeting, И на пути на молитвенное собрание, молитвенный дом, these ladies get saved and baptized. несколько женщин спаслись и крестились. It's revival. Это пробуждение. This is exactly what we signed up for. Это точно, для чего мы предназначены. Молитвенный дом, вон река, и по дороге кает людей. Let's just keep going to prayer meetings. Давайте продолжать ходить на молитвенное собрание. We haven't even got to a prayer meeting and God's showing up. Ты еще до молитвенного собрания не дошел, а Бог уже появился по This дороге. is amazing. Это изумительная жизнь. So they're like, oh, let's go to another prayer meeting. И они тогда сказали, хорошо, пойдем на другое молитвенное собрание. And on the way, И опять на пути туда. there's this lady who is demon possessed. Там девушка, служанка, одержимая духом. And we'll fast forward through it. Anyway, they cast the demon out of И this этого lady. демона из нее они изгоняют.
This is awesome. Это изумительно. And we're having dreams and visions. We know which way to go. Ты смотри, у тебя есть мечта, есть сон, знаешь, куда идешь. People are getting По saved дороге люди спасаются, and baptized. крестятся. And now we're delivering people from demons. И по ходу ты еще бесов изгоняешь из людей. Yeah, this is revival. Вот оно пробуждение. This is what we're all looking for. Вот чего мы хотим, This is стремимся what к we're чему. all hungry for. Мы голодны с вами поэтому. And then something crazy happens. И следующее происходит вообще полное, как сказать, безумие. That lady was a fortune teller. Девушка, с которой бесы знали, она была предсказательницей, And she гадалкой, was able to tell the future предсказывала будущее. because of the demonic spirits. Демонический дух давал ей прорицание, предсказание будущего. But when the demonic spirits got cast out of her, Но когда демонический дух из нее вышел, her bosses couldn't make any money anymore. ее хозяева не могли уже зарабатывать на том, что она предсказывала будущее. And they stir up the crowd. И хозяева подняли бучу в городе. And now revival looks like Paul and Silas get thrown into prison. И вот сейчас пробуждение выглядит следующим образом. Павел и Сила в тюрьме. God, I didn't sign up for this. Боже, я, как сказать, на это не рассчитывал. What do you mean? I'm in prison. Ты как это так вот сделал, что я вот в тюрьме оказался? See, Ben Armstrong's response to that Вы знаете, ответ Бена Армстронга на эту мысль would be something like this. был бы следующим. Maybe that dream about the man from Macedonia, Может быть, этот сон о муже македонянине, maybe it was a demonic dream. может быть, это был демонический сон. Maybe I got deceived Может быть, я сала на ночь много поел. and we shouldn't have done that. И не следовало этого, Because I'm in prison. потому что вот этот сон привел меня в тюрьму. God, you must be punishing me. Боже, ты еще меня наказываешь за Because что-то. I did something wrong. Что я сделал не так? Oh man, I'm looking all through this. I'm like, maybe I shouldn't have talked to those ladies. О, ты анализируешь свою жизнь, думаешь, может быть, не следовало с этими женщинами по дороге говорить и следить. Maybe my God didn't want to save them. Может быть, Бог, ты не хотел их спасать? Такая заварушка What's началась. going on? Что происходит? This is wrong. Что-то не так. I'd be sitting in prison crying. И они сидели в тюрьме и плакали. I'd be sitting in prison whining about my situation. Я бы сидел в тюрьме и ныл о своей ситуации. Has anyone ever been in a negative situation in life? Вы когда-нибудь бывали, у вас ужасная ситуация в жизни, негативная? And your response was to think, God, what did I do wrong? И вы думали, ваш ответ на эту ситуацию, Боже, что я сделал не так? God, why are you punishing me? Боже, за что ты меня наказываешь? And we start looking at our life and we're now back to trying to earn our И salvation. мы бы стали оборачиваться назад на свою жизнь и как-то приводить ее в порядок, чтобы заработать спасение, вернуть его. Because sometimes I perform for God, Потому что иногда я делаю что-то для Бога, thinking that somehow if everything's going right, думая каким-то образом, что если все идет при этом хорошо, that means I'm doing good. то тогда, значит, я все сделал хорошо. Like all of that happened because of me. И все хорошее произошло, потому что я такой хороший, красавчик. It wasn't because of me anyway. Нет, не из-за тебя это было хорошо. But Paul and Silas have a different perspective. Но у Павла и Силы, у них был другой взгляд на произошедшее. I love this about them. Мне нравится это качество в них, другой They're взгляд. sitting in prison, Сидя в тюрьме, not just a nice cushy cell. не такой, знаете, как вот там тюрьма такая западная, приятная. They're in the deepest, darkest place in the prison. Их в колоды забили и в самый низ внутреннюю тюрьму закинули. This is where all of the sewer stuff flows down to. Это туда, что все остальные узники вот гадят, все туда сливалось. Paul and Silas have been beaten, Их били, бичевали. like severely beaten, Они были избиты and they're thrown into prison. и были брошены в And самый they низ have тюрьмы. a totally different response than Ben Armstrong would have. И у них был совершенно другая реакция на это, чем у Бена Армстронга. It says that at midnight, Сказано, что в полночь
They're worshiping and praising God. Они поклонялись и славили Бога. Вау. And they worship and praise God. Поклонялись и славили Бога. And something starts happening. И что-то начало происходить. Something's starting to move. Что-то задвигалось в этой тюрьме. Something starting to shake. Затряслись стены. Something's vibrating. Что-то завибрировало. Because something's happening. Because Paul and Silas have their perspective on heaven. Потому что что-то начало происходить из-за того, что Павел и Сила держали свой взгляд на небе. Their perspective is on heaven. Их взгляд был на небе. And as they worship, И как они поклонялись, the earth begins to move. земля начала And двигаться. vibrate with the same frequency of heaven. И вибрировать с той же частотой, что и небеса. And there's an earthquake on earth. И случилось на земле землетрясение. And the doors fly open. И двери настежь раскрылись тюрьмы. And the chains fall off. И оковы у всех, кандалы упали. Because what it is in heaven has now manifest on earth. Потому что то, что на небе проявилось сейчас на земле. There's only freedom. In heaven, there's only freedom. А что на небе? На небе только свобода. And the earth is now matching up with that. И земля встретилась с этой The свободой. earth begins to shake. Земля затряслась. And the chains begin to break. И цепи стали рваться. And everything is changing because someone got their perspective off their situation and onto what heaven said. И все изменилось из-за того, что кто-то перевел свой взгляд со своей ситуации на небо и то, что есть на небе. Here's what's crazy. И вот в чем мысль-то главная. I would think, Я бы подумал, okay, maybe if Ben Armstrong praises and worships, ну ладно, а это с ними. А если Бен Армстронг бы там поклонялся? then yeah, the doors will open for me. Ну, может быть, для меня двери открылись бы темницы. The chains will break off for me. Ну, с меня, наверное, цепи бы упали. But everyone else belongs here. Но все остались бы в своих камерах. I'm a believer. Я верующий. You know, I got a special relationship with God. У меня особое отношение But с that's Богом. not what happened. Но не это произошло. The doors flew open for everyone in the prison. В той тюрьме открылись двери для всех узников. The chains broke off for everyone in the prison. Узы, кандалы упали с рук всех узников. When we respond with a different perspective, Когда мы отвечаем, имея другой взгляд, перспективу, while we're in the same situation as everyone else, и мы находимся в той же ситуации, что и все другие люди, в безнадежной it какой-то, brings breakthrough for us. тогда, имея правильный взгляд и отвечая с правильным взглядом, это приносит свободу нам, прорыв. But it brings breakthrough for them as Но well. это также принесет прорыв и людям, которые рядом с нами. This is what Jesus did. Вот что Иисус сделал. He responded differently throughout his life. Он отвечал по-другому всю свою жизнь. It says that Jesus faced the exact same things all of us faced. Сказано, что Иисус встречался, был искушаем во всем, в чем мы искушаемся. But he did it without sin. Но во всем этом ни в одной ситуации не согрешил. And he won a breakthrough. И Он обрел прорыв. Not just for himself, Не только для себя одного, or for everyone who didn't believe yet. но также для всех тех, кто еще не поверил. See, that moment, Знаете, тот момент, I would have thought another thing. я бы подумал еще о следующем. Run for your lives! В тюрьме. Двери открылись. Беги из тюрьмы! This is awesome! This is Jehovah Jireh! Иегова Ири, Господь усмотрел, крапаем отсюда! God just provided our freedom. The chains fell off. The doors flew open. Бог дал свободу, кандалы упали, двери открыты. Everyone run. И все бежим. That's Ben Armstrong's response. Бен Армстронг рванул бы из той тюрьмы первый. But see, when you have God's perspective, Ну, понимаешь, когда у тебя Божий взгляд, you have a different purpose in that place. тогда у тебя будет другая цель в этом месте, в And the этой ситуации. jailer thinks the same thing Ben Armstrong does. И тюремщик сделал бы то же самое, что Бен Армстронг. The jailer's thinking, oh no, everyone ran away. Тюремный страж, он подумал, вот все сейчас сбегут. They're going to kill me for this. И меня накажут, меня убьют, казнят за то, что
я не усмотрел. So I'll just commit suicide for myself. И он уже хотел себя на меч упасть, And he's убить. about to kill himself. И тюремный страж хотел упасть на меч, And Paul and Silas call out from the dark. а Павел силой из глубины, из темноты темницы кричат ему. And they say something so surprising. И кричат ему нечто удивительное. They didn't say, hey, me and Silas are still here. Они не кричат, успокойся, Павел говорит, я и Сила, мы здесь. The rest of them ran away, but we're here. Не переживай, все смылись, мы здесь. They didn't say that. Павел не сказал так. They said, we're all here. Павел сказал, мы все на месте. Wow, why were they there? А почему они все остались там, на том месте? Because the freedom Потому что свобода and the salvation и спасение, that Paul and Silas were living in в которых жили Павел и Сила, became the salvation and freedom that they stepped into. стали спасением и свободой для тех людей, которые были там. Они тоже шагнули в это спасение и See, свободу. because you can't put me in a prison when I'm already a prisoner for Christ. Знаешь, невозможно тебя посадить в темницу, если ты уже узник Христа. It doesn't matter what my external circumstance looks like. Неважно, как выглядит мои внешние обстоятельства. If in heaven I'm free with Him. Если я уже на небе посажен, и я свободен с Ним, And they experience the same thing that Paul and Silas were experiencing. то тогда эти люди, которые пережили эту свободу, они то, что пережили Павел и Сила, пережили эти узники, и они оказались в этой свободе и спасении. They experienced freedom and salvation. Внутри тюрьмы они пережили свободу и спасение. Because someone decided Потому что кто-то решил в той тюрьме to look at a heavenly perspective. иметь взгляд небес. And it shifted their purpose in the prison. И это поменяло их цель, назначение, почему они в тюрьме были. And when they got the perspective of heaven И когда люди получили взгляд на небеса, and the purpose of God, и они поняли цель Божью, it invited the power of God into that place. это пригласило силу Бога в это место. Maybe Притянуло силу Бога в это место. you're in a horrible job today. Может быть, у тебя сегодня ужасная работа. Maybe you're having issues, big issues in your marriage. Может быть, у тебя в браке просто все кошмар. Maybe you have big issues with your children. Может быть, с детьми все запутано. Maybe you have big issues with your parents. Может быть, с родителями нет никаких отношений. Maybe you're having issues in school. Может быть, в школе завал. I don't know what your hard place is. Я не знаю, какое твое тяжелое место. I don't know what your prison looks like. Я не знаю, как твоя тюрьма сегодня выглядит. But we all face a prison sometime. Но мы все иногда оказываемся в тюрьме. We've all been in the tomb of life. Мы все бывали в этих гробницах жизни. We've all laid our head on the hard place, the hard issues of life. Каждому из нас приходилось ложиться, спать на камень. But it's time to lift our vision higher. Но сегодня пришло время поднять наш взгляд туда. Because when we lift our vision higher, we see the glory of the Lord. Потому что когда мы поднимаем взгляд на небо, мы видим славу Господа. One of the old songs we used to sing Есть старый псалом, который мы поем. when I was a boy Когда я был мальчиком, was turn your eyes upon Jesus. посмотри на Иисуса, взгляни на Иисуса, Look full in His wonderful face. всмотрись в Его прекрасное лицо. And the things of earth, the problems of earth will grow strangely dim in the light of His glory and His grace. И земные вещи, проблемы странно сожмутся, съежатся и исчезнут в свете Его лица. See, when we get God's perspective Когда мы смотрим на жизнь с on our problems, Божьей перспективы, на наши взгляды, when we get God's purpose in that problem, когда мы получаем Божью цель, находясь в этой проблеме, it invites all the power of the resurrected Christ towards that problem. то тогда это притянет всю силу воскресшего Христа, чтобы решить эту проблему. And it's going to bring breakthrough for you, И это принесет прорыв в твою жизнь личную, but not just you. но не только в твою личную It's жизнь. going to bring breakthrough Это даст прорыв
for everyone around you. для тех людей, которые вокруг тебя, Not just the believers. не только для верующих. See, Jesus came Смотрите, Иисус пришел, to seek and save чтобы взыскать и спасти all that were lost. все потерянное, все погибшее. Everyone. Каждого взыскать пришел He Иисус. loves them. Иисус любит And the world is waiting людей, for us. потерянных, погибших. И этот мир с людьми, люди в миру ждут нас. The world doesn't care if you don't face the same situations. Миру вообще нет дела, встречаешься ли ты с такой же трудностью, как они, или нет. But when we face the same situations that they face, Но когда мы-то знаем, что мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и они, but when we respond with the hope of Jesus Christ, но мы в этой ситуации сложной реагируем надеждой на Иисуса Христа, they're attracted to hope. тогда эти люди вокруг нас, неверующие, будут привлечены к надежде в нашей жизни. See, the kingdom of God is irresistible. Поймите, Царству Божьему невозможно противостоять. And a kingdom perspective is irresistible. И взгляду Царства Небесного, правильной твоей перспективе на Небесное Царство, ему тоже нельзя противостоять ничем. I want you to stand to your feet. Давайте мы сейчас поднимемся. And we're going to pray. Мы будем сейчас молиться. But I want you to think about the most difficult thing you're facing right now. Я хочу, чтобы вы подумали сейчас о вашей самой сложной, трудной ситуации, с которой вы встретились сейчас. The hard place. Ваше тяжелое, трудное место. The stone that you feel like you lay your head on at night. That frustration. Подумайте о том камне, на котором вы спите ночью, о вашем расстройстве. That place that doesn't look like it has life. О той ситуации в вашей жизни, где, кажется, нет жизни. Maybe that place that looks like it's totally dead. Может быть, все выглядит там мертво. And there's a stone on top of that. И еще, как в гробу, все еще и камень привалили к этому гробу. I want you to ask God this question. Я хочу, чтобы вы сейчас, каждый, задали Богу такой вопрос. God, what is your perspective? Господь, а какой твой взгляд? What's your perspective on this problem? Какой твой взгляд на эту проблему? And God's just going to start speaking to you. Задавайте вопрос, и Бог начнет вам говорить. He's going to give you His perspective. Он даст вам увидеть вашу проблему с Его точки зрения. Holy Spirit, come. Приди, Дух Святой. God, would you give us your perspective Господи, дай нам Твой взгляд in exchange for our perspective? вместо нашего взгляда на нашу ситуацию. And God, would you renew my purpose И, Господи, обнови цель моей жизни, in the situations that I'm facing? цель в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. And God, right now, I invite your power И, Боже, прямо сейчас я приглашаю Твою силу, to come in, чтобы она пришла. to begin to do the work that I cannot do. И эта сила, Боже, сделала ту работу, которую я не могу сделать. I align my heart with yours. Я мое сердце приношу к Твоему сердцу. I align my life with yours. Я соединяю мое сердце, мою жизнь с Твоим сердцем, с Твоей жизнью. I want to see from your perspective. Я хочу все видеть с Твоей точки зрения. God, I want to have your purpose. Господи, я хочу иметь Твою цель. God, we want to see your power. И, Боже, мы хотим видеть Твою силу, To change not just our life and our situation, которая изменит не только нашу личную жизнь, нашу личную ситуацию, but be the breakthrough for everyone else as well. но Твоя сила станет прорывом для всех людей вокруг нас. Jesus' name. Во имя Иисуса. Now look at me real quick. Сейчас можете на меня быстренько посмотреть. The world is waiting for you. Этот мир ждет вас.
The world is waiting for you Мир ждет тебя, to get God's perspective. чтобы ты принес этому миру Божий взгляд. The world is hungry for God's perspective and purpose. Мир так жаждет Божьей перспективы, Божьей цели на их жизни. And as we walk in that on a daily basis, И если мы ходим с Божьим взглядом и целью каждый день, it'll make the place you're in то это сделает ту ситуацию, в которой ты находишься. begin to vibrate, Твоя ситуация begin to трудная begin to начнет shake, вибрировать, сотрясаться. begin to come into resonance Она начнет резонировать with the frequency of heaven. с частотой, которая есть на небесах. And all of the chains are going to break. И все твои цепи упадут. The doors are going to start flying open for you. Двери темницы настежь распахнутся. And you're going to be promoted. И ты выйдешь, ты будешь продвинут. And everyone around you is going to benefit from that. И от твоего продвижения все получат пользу. Your family needs you Твоя семья нуждается в тебе, and needs your healthy perspective. нуждается в твоей здравой перспективе и взгляде на жизнь и ситуацию. Come on, your community needs you Давай, твоя церковь, твой город в тебе нуждается, and your healthy perspective. в твоем здравом взгляде. Your nation needs you. Твоя страна в тебе нуждается. The world needs you. Мир нуждается в тебе. I believe in you. Я верю в тебя. We can do this. Мы можем так жить. God, give me your perspective, Господи, дай мне Твой взгляд, your purpose, Твою цель and your power. и Твою силу. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. I love you guys. Я люблю вас, дорогие. Christ is risen. Христос воскрес! Christ is risen. Христос воскрес! Christ is risen. Христос воскрес! Давайте воздадим славу Господу.